Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас вторая часть похода на барахолку. С прошлого видео прошло где-то 5 месяцев. За это время я побывал на барахолках где-то раз 6-7. Точно не помню. Но очень мало, потому что переезд. В московских барахолках все дела обстоят иначе, нежели в провинциальных. Там больше вещевые такие для быта, которые... Также там бомжи торгуют своим лутом. А в Москве такого вообще нету. Здесь более так денежных, для денежных людей рассчитано. Тут посуда, одежда, антиквариат больше. Так, я побывал в московских. Это самое такое вот мне понравилось. Это Салтыковка. Салтыковка это больше провинциально похоже. Потом побывал на Измайлово. Измайлово оно больше для иностранцев. И в Митино. Ну, Митино, я думаю, никак не относится. Я думал, это... Изначально я думал, что это как Юнона Митино. Но к Юноне Митино никакого отношения фактически не имеет. Хотя те и другие это радиорынки, но Юнона это там совершенно другое. В Митино там вообще я не понимаю, это что такое. Это он позиционирует себя как радиорынок, но к радиорынку это никакого отношения не имеет. Если вы радиолюбитель и проездом, допустим, в Москве хотите посетить Митино, то я вам советую лучше съездите, посмотрите на Черный квадрат Малевича, и то больше пользы. Так, поехали. Итак, мы начинаем, как традиционно уже, с радиоламп. Их у меня довольно-таки много. Опять же, начнем с митинских. Я в Митино ездил 2,5 часа, чтобы попусту не... Чтобы с пустыми руками не возвращаться, я купил там радиолампы. 4 штуки их. Это у нас... Сейчас достану. Это 679S. Они лежали в коробках, в ящиках. Там битое стекло было все в грязи. Я их отмывал. Это относительно такие свежие я взял. Они были менее грязные, менее копченые. Как бы относительно... Они были по 75 рублей. Вот эти 679S. У меня было сделать на них предусилитель для обычного усилителя, чтобы каскад на первых каскадах. Ну, я что-то пока опять на стадии обдумывания осталось. Я их вот пометил, то, что это с Митино, вот точками. Посмотрим, какая у них эмиссия. Еще я взял 6G8. Это 67 год. Тут какой-то печать. Это либо 3, либо Не знаю, в общем, что это за вот знак. Тут на втором есть ОТК. Цифра 7. У нас уже 70-й год. В общем, такие лампы. Я их еще не знаю, не проверил никак. Даже не знаю, есть ли у них накал вообще. Сейчас я их уберу подальше. Дальше у нас лампы Салтыковки.
Я за них заплатил где-то рублей по 30, не дороже. За 20 там, не дороже 30, в общем. Так, железные это 6G4. На вид они новые тоже. Ну, насколько это может быть новые. Тут тоже ОТК-36. Печать. А так они в звуковых делах, они применяются, поэтому я их взял. Это из Салтыковки. Дальше у нас... Так, вот такие лампы. Это... ШСН-6П. Тут печать ВП, военная приемка, ОТК, тоже красная какая-то печать. Они без копоти, без следов эксплуатации. В общем, так, как мы любим. Если покупаете лампы, старайтесь покупать именно вот такие чистые. Так, их у меня 4 штуки. Ну, не знаю, в звуковых они применяются тоже, поэтому я их взял. Дальше идут 6N2P. Так, это обычные 6N2P. Так вот. И там должны быть 6N2P Е, по-моему, и Е. Вот Е, вот этот вот. Это тоже Е. Этот посмотрим какой. А вот Ев. Причем Е и Ев, они похожи, как будто они близнецы по строению, а от обычной они отличаются. Вот обычная. Причем знатоки утверждают, что обычно это хорошо для чистого звука, а Е или Ев, вот такие вот, они для гитарных дел. Я их взял, потому что у меня вообще 6N2P куда-то делись. У меня они были целый мешок в гараже, когда я уезжал. У меня в гараже должно было лежать целый мешок, а по итогу вот этот мешок куда-то делся, поэтому я сейчас покупаю 6N2P, восполняю запасы, потому что они очень ходовые лампы. Это номер один, так скажем, звуковые лампы номер один. Дальше у нас идет 6P, 14P-V. Это новая лампа, насколько видно, неюзанная. Вообще я держу первый раз новую лампу 6P, 14P. Это очень ходовая лампа. Она применяется в гитарных делах и в чистом звуке. Она поэтому очень дорогая. Она стоит от 500 до 700 рублей. И она очень ходовая. Дальше у нас идет вот такая лампа. Это 6G
32P. Это для микрофонных дел. На них делают, очень часто используют. Она тоже дорогая, она стоит тоже где-то 700 рублей. И нигде их нету сейчас. Поэтому, если я вижу, сразу покупаю. Это без вопросов. У меня штук 5 где-то всего. Но пока не знаю, где применять. Я собираюсь сделать, но не на этой лампе. Микрофонный предусилитель. В общем, такие лампы. Это из Салтыковки. Так, еще это из Измайлова я покупал. Это диоды КД-213А. Насколько мне известно, они подходят для импульсных источников питания, как выпрямительные. Поэтому я их взял. Они где-то по 100 рублей, вот эта вся связка. Еще в Измайлово я купил такой фонарик. К звуковой теме никак не относится, но он стоил 200 рублей. Такой фонарь. Тут зеленый есть, красный. Я так понял, это для железнодорожников, что ли. В общем, такой фонарь. На мой взгляд, очень интересно. Он так открывается. Он ржавый, конечно. Да ладно. В общем, Измайлова меня порадовало вот этими двумя приобретениями. Далее идет вот такой плеер. Я его купил за 200 рублей, заплатил. Он вот так открывается. Так, сейчас. Такая у него головка. Немного подизношена, конечно, но в целом, в общем, такой плеер. На него я буду делать обзор. Вообще, возможно ли его сейчас использовать для каких-нибудь целей. Это Sony, получается, TCM TC53V. Что меня заинтересовало, у него есть вход на микрофон. Вот. И какая-то функция, то, что он может писать вот это вот VOR. Это означает то, что он пишет, когда есть звук, а когда нету, он должен останавливаться. Я смотрел, это, конечно, работает. На него будет обзор. Это вещь довольно-таки интересная. Есть ли смысл пользоваться им в наше время? В общем, такой плеер. Так, дальше, естественно, идет кассеты к плееру. Естественно, как бы я кассеты покупаю сейчас уже не так часто. Это только из-за того, что они были, по-моему, по 30 рублей, я их взял. Так, вот этот вот пустой оказался. Тут запись только есть на одной кассете, сейчас покажу.
Довольно-таки неюзанная лента. Можно сказать, новая. Вот такая есть. Это пустая тоже. Я на них даже пробовал позаписывать. Неплохо записывается. Ну, по крайней мере, лучше, чем наши МК. Так, это тоже пустая оказалась. Там где-то в конце только есть какие-то записи. Немного. Какие-то иностранные. Но не более того. Так, вот эту кассету вы, наверное, видели. Ну вот она. Вот он написано Made in USA. Вот такая кассета. Тут уроки английского. Там были раньше, продавали вместе с книгами такие курсы, так скажем. Вот, это одна из этих кассет. Она защищена от записи, что плохо. Я думал, буду заклеить, как-то уже не хочется, это уже как-то не то. Вот она. Не сломана, а его просто отсутствует. Нету. Вот она, защита от записи встроенная. Но сама кассета прикольная, она выглядит очень хорошо, красиво. Когда ее выставляешь в магнитофон, оно прям кричит то, что она породистая. Необычно выглядит, так скажем. Не как все кассеты. Поэтому я его и взял. А так я кассеты уже не покупаю, только изредка, если они там по 300 рублей. Там пытаются продать за по 200, там в том же Митино мне пытались продать. Там какой-то сидит дедок, такой лет. Не дедок, а такой мужчинка, такой длинноволосый какой-то, сидит и говорит мне то, что 250 рублей или 200, или 250, я уже не помню, я такой, у меня глаза на лоб полезли. За это я еще 250 рублей буду платить, конечно. Ага. Я сам не знаю, куда их деть. Уже. В общем, такие кассеты. Это что я купил здесь, в Москве. Так, дальше у нас идут такие коробки. Это медицинские коробки для кипячения шприцов, иголок. Я точно не помню, у меня бабушка работала, была медиком, она по женской части. У ней была такая круглая коробка, не коробка, а металлическая такая из нержавейки. Она вот у ней внутри вот эти были коробочки поменьше. Такие коробки. Они, я думаю, идеальные для педалек, на мой взгляд. Одна побольше, одна поменьше. Я их купил в Уфе еще. Это последняя моя покупка в Уфе. Это в декабре было где-то. Они были по 50 рублей. Тогда была лютая зима. В Уфе как бы холодные зимы. Жаркое лето, холодная зима. Как раз была самая такая лютая зима. Было минус где-то 25-30. И я пошел там на барахолку. Поехал, точнее. Там людей мало было. В итоге я купил такие 2 коробки и такую оптопару. Вот.
Она там лежала, по-моему, 10 рублей стоила. Это у меня опять же мечты сделать компрессор, оптокомпрессор. Это уже, наверное, лет 10 продолжается. Я все собираю детали на них. Какие-то у меня планы, я рисовал схемы, какие-то. В итоге дальше обдумывание дел не пошло. Так, у него... Ой, потерял. Так, нашел. Вот такой типа источник. И фоторезистор вот такой. Я его вообще не мерил, что это такое. Не узнавал, не гуглил. Сам корпус, он имеет просто такую настройку. Такая вот. Ну, хорошо подойдет для оптокомпрессора. То есть больше-меньше для тонкой настройки. Ну, мечта остается мечтой. Хочется сделать, когда-нибудь я дойду до этого. Ламповый компрессор. Такой классический. Я думаю, многим приходило в голову его сделать. Желание, по крайней мере, возникало. Никак у меня так точно. В общем, будем думать. Пока не знаю. Такое короткое у нас видео получилось на этот раз. Потому что я много не ходил по барахолкам. Это дорого в Москве. Да и там нечего особо смотреть радиолюбителю. Если только вы не коллекционер какой-нибудь с деньгами, тогда пожалуйста. Все, что хотите, все есть. На любой вкус. Ну, на этом все. Вы знаете, что делать там. Лайки, дизлайки, подписка там, пыпыск. Ну и, конечно же, всем удачи и пока.